Мы очень долго этого ждали, финальную часть Ice Cream, и 15 декабря она вышла в свет. Стоил ли полученный результат наших ожиданий, или большинство фанатов остались разочарованными? Сегодня мы с вами в этом разберемся и ответим на вопрос: Ice Cream 8 хорошо или плохо? Погнали! Сюжет и задумка. Итак, по сюжету после фатальной ошибки Чарли наши друзья оказались в западне. Но умный Джей находит люк, которого никогда раньше не было, и мы все вместе сбегаем в фургон. Но Родик не пальцем деланный и, разумеется, предусмотрел функцию защиты от побега на своей фабрике. Майк по одному лишь звуку это понял и рассказывает план, как отключить систему безопасности. Он настолько гениален, что имеет карты на все случаи жизни. В общем, нам нужно обесточить 3 генератора, чтобы система полностью отключилась, чем мы, к слову, и займемся. Что сказать, сюжет достаточно спорный, как минимум потому, что его здесь очень мало. После прохождения игры у меня сложилось двоякое чувство. По сути, игра, которую мы так долго ждали, вышла, но по сути от игры мы получили очень мало чего. В игре не было почти ни одной новой локации. Мы тупо возвращались в старые локации, но только с новыми головоломками. В игре мы абсолютно ничего не узнали о жизни Рода или хотя бы жизни монашки. И в конце концов игра незавершенная. Как все говорят, Keplerians планирует выпустить обновление игры в феврале 2024 года. Если вы смотрите это видео уже после выхода обновления, то сейчас у вас, наверное, полностью свое измененное мнение. Поэтому я не буду сильно акцентировать на этом внимание. Но тот факт, что Keplerians смогли сделать игру полноценной и пойти против своего принципа выпускать Ice в декабре, меня сбивает с толку. По сути, пока что игра является подытогом всего ранее прошедшего. Мы не узнали ничего нового, почти не побывали в каких-то новых местах. Это просто глава ради главы. Но есть и плюсы, разумеется. Задумка у игры очень хорошая. Keplerians смогли сделать так, что мы за одну игру побывали на всех старых локациях и поиграли за всех друзей сразу. Каждая локация создает новые цели и препятствия, которые мы должны преодолевать. Все это насыщает игру разнообразием, и каждая из локаций найдет своего любимчика. Мне вот, например, понравилась больше всего локация с музеем. Как по мне, музей самый интересный, лаборатория самая скучная и второстепенная, а коттедж самый тяжелый и долгий. Самое классное, что наконец-то мы смогли получить сохранение. Теперь после прохождения одного из 3 этапов игры вы можете отдохнуть и вернуться позже. Также отдельное место занимают враги. Их тут гигантское количество. Все они с разными слабостями, характерами, обликами, фразами и так далее. Так что игра точно не покажется вам пустой и слишком спокойной. Говно. Что? Это кто сказал? Это был я. О, МГ, какими судьбами? Мне сейчас не до этих приветствий КПК. Я тут пришел сказать всем, что игра говно, и сюжет ее тоже. Почему? Игра не принесла нам ровным счетом ничего. Так еще и разработчики посмели растянуть ее на несколько месяцев. Ваша любимая монахиня к игре вообще не подходит. Я не знаю, зачем она вообще тут. Кому как. Монашка, учитывая предысторию, как раз тут подходит. А производственные проблемы заставили кепов перенести финал на несколько месяцев вперед, хотя я этого и не понимаю. Короче, моя оценка сюжету и задумки 7 из 10. 3 из 10. Музыка и звуки. Теперь давайте поговорим про музыку и звуки. Музыка в этой игре, как всегда, уникальная. Мишель Шадоу вновь очень сильно постарался. А еще нам вернули старые композиции для старых локаций, что тоже создает вайб. Музыка в целом неплохая, но музыка погони монахини, ну это же полное говно. Ну она скорее на любителя. Композитор постарался скрестить вайб монашки и Айса. Получилось весьма неплохо, на мой взгляд. Говно. Звуки тут тоже хорошие. Да, опять же, некоторые звуки мы уже могли услышать в других играх Keplerians, но опять же, ограниченное время, опыт и бюджет сказываются на игре. Да, некоторые звуки взяты из других проектов, но, как по мне, не важно, что это за звуки. Гораздо важнее, подходят ли они к игре, окружению, атмосфере, предметам и так далее. И, как мне кажется, тут все очень хорошо. Мне в некоторых моментах звуки показались неподходящими. Возможно, не исключаю. Голос и озвучка, кстати, в игре тоже изумительны. Знакомые голоса сестры Мэдлин и Рода шикарны. Для Рода, кстати, добавили новые фразы, и у других персонажей они тоже есть. Озвучка качественная и приятная, так что моя оценка музыки и звукам 9 из 10.
6 из 10. Графика и геймплей. Графика в игре замечательна, как никогда раньше. Keyplayers хорошо постарались. Графика стала очень гладкой, красивой. Насчет реалистичности тут спорный вопрос, но я считаю графику реалистичной. Новые враги имеют очень хороший дизайн. А что насчет измененной модельки Джея? А что с ней? Ну, она как бы чуть-чуть изменилась. Ой, ну тут уже на любителя. На вкус и цвет. Я тебя сейчас выгоню отсюда. Головоломки стали намного интереснее и проще, то есть подходят для всех возрастов. Их разнообразие тоже насыщает игру. Про локации я, по сути, говорил ранее, но хочется добавить, что с другой стороны локации как раз делают обманку. Мы как бы все уже знаем, но теперь у нас совсем другие проблемы и трудности вместо их изучения. Поэтому знания о строении локаций нам только помогают. Или нет? Ведь в некоторых местах все закрыто, и это может загнать нас в ловушку. Неожиданно. Скины за пререгистрацию очень хорошие. На детей скины, конечно, спорные, но мне нравится. А что насчет рекламы? Она просто невероятно задалбливает. Я про рекламу никогда не говорю, потому что она со временем будет уменьшаться в игре, поэтому в скором времени это будет неактуальная проблема. Говно. В игре даже нету инвентаря. Из-за этого нужно много бегать. Очередной дундук. Инвентаря в Вайсе нет и не будет. И если был бы инвентарь, то геймплейная часть игры была бы другой. А самое хреновое, что геймплей скучный. Очень скучный. Оптимизация. Это же вообще пиз. Сделали бы хотя бы нормальную оптимизацию. Keyplayers опять же исправит оптимизацию в дальнейшем. Короче, я оцениваю геймплей и графику на 8 из 10. Итоговая оценка 8 из 10. У меня геймплей получает 5 из 10. Итог 4 из 10. Хочу сказать, друзья, что это видео не является только выражением моего мнения. Я специально пригласил сюда человека, который сможет оценить игру, имея свое противоположное моему мнение. Это видео является путеводителем, чтобы сейчас вы могли сказать свою оценку, исходя из этапов видео. Какая оценка получилась у вас? Расскажите в комментариях. Также всем спасибо за 10 тысяч подписчиков на моем канале. Все это только благодаря вам. Кстати, КПК расшифровывается как. Теперь видео будут еще круче и интереснее. До конца года вас ждет еще много контента, а когда Новый год наступит, вас ждет еще больше. Поэтому я на этом видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока-пока. До скорого. Всем пока.